Здравствуйте, уважаемые слушатели лекций. Сегодня мы их продолжаем. Это лекции по струйной цементации грунтов. Я Малинин Алексей Генрихович. Сегодня продолжу чтение этих лекций в таком видеоформате. В прошлый раз мы поговорили с вами о принципиальных отличиях струйной цементации грунтов от традиционной инъекции. Вспомним немножко или напомним, что обычно традиционная инъекция – это давление, нагнетание, а струйная цементация – это энергия разрушения грунта, струей цементного раствора и с перемешиванием на месте самим цементным раствором. Сегодня мы будем говорить о маленьком чуде, о чуде преобразования энергии, потенциальной энергии высокого давления насоса цементировочного в кинетическую энергию струи. И вот это преобразование, вот это чудо преобразования энергии происходит в таком маленьком изделии, которое называется форсункой. Мы еще много будем говорить об этом изделии, и долго, и рассматривать его, и конструкцию, из чего оно сделано, и технологию. А сегодня нужен просто сам принцип. То есть, с одной стороны, у нас есть потенциальная энергия насоса, то есть давление, в первую очередь, это давление где-то порядка 400-500 атмосфер, а с другой стороны, у нас вылетает струя цементного раствора, обладающая некоторой кинетической энергией, которая разрушает грунт. Ну и в дальнейшем она перемешивает его, хотя в разных технологиях в дальнейшем может быть по-разному. Вот я взял сегодня только две форсунки, потому что наша лекция посвящена не форсункам, а самому принципу преобразования энергии. Но тем не менее, какой-то диапазон форсунок вы должны понимать, вот какой он сегодня существует. На этом диапазоне работает наше предприятие. Минимальные форсунки имеют диаметр 2 мм, а максимальная форсунка имеет диаметр 7 мм. Хотя, конечно, в зарубежной практике уже сегодня мы слышали о принципах применения форсунок и 8 мм, и 10 мм, но я думаю, что пока это все еще находится в стадии эксперимента, в стадии какого-то технического и даже иногда экономического опробования технологии в этом режиме, и те результаты, к которым она приводит, ну, дальше надо еще изучать. А вот этот диапазон от 2 мм до 7 мм, он является абсолютно рабочим. Чтобы говорить о принципах преобразования энергии, давайте вспомним теорию механики, теорию физики за 6 класс, когда мы изучали с вами этот принцип, каждый его изучал. Это маятник. То есть есть у нас какой-то маятник, который отклоняется в некотором крайнем положении на высоту h. Шарик имеет массу какую-то m. И проходя через вертикальную линию, он преобладает скоростью v. И вот в данном случае, когда он отклонен, он имеет потенциальную энергию масса, ускорение свободного падения, высота подъема шарика mgh, а когда он проходит через вертикальную точку, он обладает кинетической энергией. Вот такие две простейшие формулы, которые мы, еще раз повторяю, помним еще из курса физики за 6 класс. Ну и дальше идет принцип равенства этих энергий, то есть или иногда его называют закон сохранения энергии, что кинетическая энергия, она равна потенциальной энергии. Понятно, что это мы говорим в первом приближении, на самом деле все. Есть еще какие-то механизмы, связанные с трением, сопротивлением и так далее. Но в первом приближении это звучит так. Вот весь принцип преобразования: кинетическая и максимальная потенциальная энергия. Кинетическая равна нулю, так как скорость равна нулю. Максимальная кинетическая энергия, так как скорость максимальна, а высота равна нулю. И поэтому здесь у нас максимальная потенциальная, максимальная кинетическая. И в дальнейшем снова кинетическая преобразуется в потенциальную и так далее. При всем качании маятника мы видим этот принцип. Примерно тоже можно изобразить и в такой простейшей гидравлической схеме, когда мы имеем какой-то столб жидкости, который имеет высоту h. На конце этого столба находится вот наша форсунка. Из нее истекает струя цементного раствора со скоростью v. Ну, какая-то масса вылетела за какое-то время. И мы знаем, что у нас в нижней части развивается давление, равное давлению гидростатики столба этой жидкости, который записывается, тоже известно, гамма h, где гамма удельный вес, или в более современных обозначениях ρ, g, h.
где ρ это плотность цементного раствора, g ускорение свободного падения, h высота столба, ну в данном случае цементного раствора. Ну и все то же самое, кинетическая потенциальная энергия у нас равна столба этой жидкости равна mgh, а кинетическая энергия точно так же, как и в первом случае, равна mv квадрат пополам. И тот же самый принцип преобразования энергии у нас с вами происходит вот при истечении струи цементного раствора, еще раз повторяю, через вот эту форсунку, которая имеет просто чрезвычайно важное и первое значение для технологии струйной цементации грунтов. Вот я на предыдущей лекции рассказывал, чтобы перевести оборудование, там нужно 4-5 большегрузных фур. То есть это большие насосы, большие буровые машины, миксерные станции, силос, цемент, шланги, там всевозможные емкости для хранения воды, утилизации пульпы и так далее. И вот это все работает непосредственно только вот это главный механизм, в котором происходят все преобразования. То есть вот это все работает на форсунку. Форсунка находится в мониторе, монитор в грунте, и там происходит размыв грунта и его перемешивание. Сердце всей этой технологии, тот, кто обладает пониманием и знанием, как работает форсунка, тот обладает пониманием и знанием, как работает вся эта технология. Ну, а теперь давайте дальше просто разберем и с вами поймем, как же считать вот эту энергию разрушения грунта, которая происходит, как потенциальная энергия превращается в кинетическую, а кинетическая энергия струи уже непосредственно участвует в разрушении грунта. На самом деле эту энергию можно посчитать и по первой формуле, и по второй. Ну, для меня более комфортно может быть первая формула, поэтому мы и перейдем к ней. А для этого мы нарисуем нашу форсунку в каком-то более крупном варианте. То есть вот есть форсунка, и из нее вылетает цементный раствор со скоростью v. И это происходит, предположим, за время тау. Форсунка имеет какую-то площадь. Давайте вот из этой схемы, это у нас форсунка, там, еще раз повторяю, устройство мы будем рассматривать в дальнейшем подробно. То есть вот есть какой-то канал, и через этот канал происходит нагнетание, вылет или излив, как говорить более правильно, цементного раствора. Ну, давайте посчитаем энергию, исходя из первой формулы для потенциальной энергии. Что такое масса? Масса — это у нас есть объем, вспоминаем опять элементарные знания, школьные знания, умножить на плотность цементного раствора. Как посчитать объем? Тоже, наверное, очень просто. Есть у нас площадь, то есть это отверстие форсунки, которое обладает какой-то. Есть время и есть скорость. Скорость, умноженная на время, даст нам длину этого потока. Ну и, соответственно, если мы его... И теперь можно это все поставить в формулу первую, и получаем, что масса будет равна площадь умножить на скорость, умножить на время и умножить на плотность цементного раствора. Вот таким образом легко сосчитать массу. Я беру лишние формулы, чтобы дальше продолжить вычисление. Наверное, и эту уберу. Следующая величина. И теперь можно записать уже просто всю потенциальную энергию. Потенциальная энергия будет равна mgh. То есть масса у нас теперь есть, это площадь форсунки, на скорость, на время истечения струи g. Еще извините, плотность, так будет правильно. Сюда еще поставить плотность. Теперь это у нас был объем, а теперь через плотность это будет уже масса. И дальше умноженное на g и на h. Как раз вспоминая, что когда у нас был столб жидкости и действовало гидростатическое давление, величина этого давления определялась как ρ, g, h. ρ, g, h, где ρ
Плотность цементного раствора, напоминаю, G ускорение свободного падения, высота столба жидкости. Вот как раз вот эта величина, и у нас получилось с вами, что потенциальная энергия будет равна SF умножить на скорость, умножить на тау и умножить на давление нагнетания цементного раствора. Ну, а теперь дальше, следующее рассмотрим. Вообще, когда мы говорим о насосе, насос обладает двумя основными характеристиками. Это давление нагнетания цементного раствора, если мы говорим, конечно, о цементном растворе. И вторая важная характеристика – это расход. Расход, или производительность иногда называют это, цементного раствора, производительность нагнетания. Расход – это величина, которая измеряется в единицах объем, деленное на время. То есть литр на секунду, метр кубический на секунду, на минуту и так далее. Вот эти две характеристики, они очень важны. И технолог, когда стоит перед насосом, он видит только всего два показателя. Больше ничего насос ему не говорит. Это давление, которое на манометре, стрелка манометра показывает. И второй показатель, ну, обычно на насосах нашего типа, цементировочных насосах, ставится так называемая скорость вращения вала. И скорость вращения вала, если мы знаем, что насос имеет, например, 3 плунжера или 5 плунжеров, каждый плунжер вытесняет, мы знаем, тоже про это будем подробно говорить, вытесняет какой-то объем жидкости, то в результате мы с вами получим, что умножая там объем, и умножая на количество этих плунжеров, и умножая на скорость вращения вала, мы всегда можем определить тот расход за минуту. Например, если у нас там стоит там, 100 оборотов в минуту, да, и там 3 литра, например, или каждый плунжер нагнетает по 1 литру за один оборот, то есть 3 литра идет нагнетание жидкости за один оборот, то 3 умножить на 100, это будет 300 литров в минуту. Вот так определяется расход. Итак, перед технологом есть два параметра, которыми он может управлять. Как управлять? Про это мы будем говорить чуть позже. А сейчас мы знаем, что у нас есть две важные величины. Это давление, о котором мы уже сейчас что-то сказали, и это у нас сейчас расход. Вот давайте сейчас поговорим о расходе. Значит, что такое расход? Расход – это объем, деленное на время. Объем мы с вами посчитали. Расход, по сути, за какой-то период времени, это и есть не что иное, как объем. То есть он также будет высчитываться по той же формуле. Площадь форсунки, умноженная на скорость истечения, умноженная на время. А вот уже не абсолютный, а относительный расход, то есть расход в единицу времени, будет считаться как абсолютный расход, деленный на время. Или это будет величина умножить на v. Таким образом, наша формула еще более сокращается, и мы уже имеем еще более интересный вид. Потенциальная энергия будет равна расход SF, SV умножить на P и умножить на время тау. Следующее, о чем я должен сказать, что струйные цементации не пользуются абсолютными значениями энергии, потому что мы с вами знаем, что можно сделать свай 2-метровый, 10-метровый, 20-метровый и так далее. И на каждую из этих свай даже при одном и том же режиме будет идти разное количество энергии. Но для того, чтобы как-то сравнивать режимы с энергетической точки зрения, проще самое простое. Это считать, рассчитывать или сравнивать эти технологии или режимы нагнетания, или оборудования и так далее, сравнивать с энергетической точки зрения с помощью другой величины. Это иногда ее называют, нет какого-то устоявшегося значения. Либо это эффективная энергия, либо это относительная энергия, либо это удельная энергия. Но так или иначе, это энергия, деленная на длину сваи. То есть мы должны с вами перейти к некоторой новой энергии, которая будет равна потенциальная энергия, деленная на длину сваи. Таким образом, мы с вами получим энергию, отнесенную к 1 метру. Вот я даже поставлю такой значок, хотя в литературе он, как правило, не пишется. То есть это относительная энергия, или удельная энергия, повторяю, отнесенная к 1 метру сваи, грунтоцементной колонны, грунтоцементному элементу и так далее. Можно сделать так, а можно сделать по-другому. Если мы рассмотрим теперь нашу какую-то буровой снаряд, на конце находится у нас монитор, тоже все будем подробно разговаривать и рассматривать эти вещи, то заранее сразу скажу, что, там где-то грунт у нас какой-то есть, что монитор
и буровой снаряд, они имеют два вида движения. Первое – это вращение монитора, и второе – это линейный подъем вверх со скоростью, которая в литературе часто обозначается буквой «ню». И отсюда мы с вами получаем, ну, если когда мы будем говорить о вращении, мы будем тоже рассматривать подробно. И я заранее скажу, что вращение может быть, может его не быть и так далее. Какая вращение, какая скорость вращения, это очень непростая задача. А вот что касается скорости подъема, то оно всегда должно быть. То есть мы пробурили, включили монитор и начинаем подниматься наверх с некоторой скоростью. Вот в некоторых проектах эту скорость так и пишут, там, сантиметры в минуту или там, метры в секунду. Но в любом случае это величина измерения, это скорость. А за какое время можно пройти 1 метр? Ну это, наверное, очень легко определить. То есть время подъема монитора на 1 метр будет равно 1 метр разделить на скорость подъема. Скорость подъема у нас имеет величину. То есть мы сразу размерность напишем. Метр, деленное на метр на секунду. Итак, размерность, понятно, что времени является секунда. Ну и теперь эту формулу, осталось эту тау подъема 1 метр, поставить вот в эту формулу потенциальной энергии, тогда мы сразу автоматически получим, сколько энергии нам нужно было для того, чтобы сделать 1 погонный метр сваи. И для этого мы с вами получаем формулу, которая будет, еще раз, удельная энергия, это есть давление нагнетания, умножить на расход жидкости и разделить на скорость. То есть, если мы тау 1 метр поставим в эту формулу, то вместо тау единица, деленная на ню, приведет нас вот к такой формуле. Вот эта формула является определяющей в струйной цементации, которая отвечает за все энерговооруженность технологии, за различные режимы. То есть, зная вот эти 3 параметра, а где мы возьмем эти 3 параметра? Еще раз повторяю, первые 2 параметра технолог увидит на насосе, это манометр насоса. Второй параметр – это количество оборотов вала, а через объемы плунжеров и через их количество мы всегда можем получить расход. Не надо даже никогда считать, производители, как правило, на насосах прямо пишут эту таблицу. То есть достаточно посмотреть расход, посмотреть вращение вала, и перейти на таблицу, и мы увидим, какой мы получили расход. Итак, 2 величины мы сразу взяли из насоса, а третья величина, скорость подъема, мы ее всегда можем взять из буровой установки. Либо это с помощью секундомера, либо это с помощью таймера, которым выставляется скорость подъема монитора в автоматическом режиме, либо сегодня это уже делается программно, это мы тоже будем говорить на эту тему очень долго. Ну и так, для проверки этой формулы, значит, проверим размерность этой величины. Итак, размерность у нас будет давление, это есть не что иное, как паскали, умножить на расход, это метр кубический, деленный на секунду, и деленное на скорость, метр, деленное на секунду. Паскаль – это не что иное, как ньютон, деленное на метр. Метр сокращается метр квадратный. Здесь у нас появляется секунда, 2 секунды сокращаются. И получается, так, тут у меня пропал метр квадратный, ньютон на метр. Ньютон на метр квадратный. Вот здесь вот так вот должно быть получиться. Так, эти у нас величины сокращаются. Метр. Добавляем искусственно метр на метр, делаем такое преобразование. И, соответственно, ньютон на метр дает нам джоуль. А внизу метр дает нам, что этот джоуль мы отнесли непосредственно к длине сваи. Вот это и есть относительная энергия. Абсолютная энергия измеряется в джоулях, относительная джоуль, деленная на метр. Ну и для интереса, конечно, можно было бы решить простейший какой-нибудь пример, разобрать, для того, чтобы понять примерно, какие величины этих уровней энергии
они существуют в каком-то вообще стандартном, традиционном, стандартном процессе. Для этого мы рассмотрим какой-то простейший, еще раз повторяю, пример, когда у нас давление будет составлять, предположим, там 420 атмосфер или 42 МПА, расход будет там 300 литров в минуту. И скорость подъема монитора, например, метр мы будем проходить за 300 секунд. Дальше не буду сейчас загружать преобразование. Этот пример я посмотрел. Он у меня, получился приблизительно ответ где-то 60 мегаджоулей, деленное на метр. Так желающие могут проверить. Если даже и найдут какую-то ошибку, я не думаю, что она принципиально скажется на значении. Вот такие уровни энергии существуют в струйной цементации. Мы получили с вами уровень энергии 60 мегаджоулей, деленное на метр. Для того, чтобы сделать метр сваи, нам нужно 60 мегаджоулей, 2 метра 120 мегаджоулей и так далее. Для сравнения, когда мы говорим мегаджоули, для сравнения я хочу напомнить вам из предыдущей лекции, что, например, энергия, как называется, дульная энергия, пули, вылетающие из ствола пистолета Макарова, она всего составляет 200 джоулей. А например, как энергия какого-нибудь танкового снаряда, она составляет 10 тысяч джоулей. Где-то такой порядок. То есть вы понимаете, что эти энергии, они просто в 1000, в миллион раз намного выше, чем то, что нам осязаемо, то, к чему мы привыкли. На этом, что касается энергии, я, наверное, лекцию закончу. И в следующий раз мы уже поговорим, как с помощью этой формулы можно уже рассчитывать, например, подбирать какие-то форсунки. То есть мы перейдем уже к каким-то практическим занятиям. А сегодня еще раз повторяю, что струйная цементация — это энергия. Как энергия вычисляется, она вся перед вами. Все, спасибо.